Послеобеденное время тяжелое, поэтому доклады на 15 минут будут в самый раз. Спасибо, что пришли. Начнем. Меня зовут Андрей, я в тестировании уже больше 8 лет. Начинал младшим тестировщиком. Сейчас тест-лид, работаю в Центре компетенции тестирования ЕПАМ. Читал доклады на SKD, это 6-й доклад. Вхожу в программный комитет. Вот. Последний доклад, который я читал на SKD, был про аудиты. Я рассказывал о том, как мы делаем аудиты в ЕПАМ. Сегодня я расскажу вам, как вы у себя в компании можете сделать аудит самостоятельно и без СМС-регистрации. Так, начнем. Самый первый шаг, с которого вам стоит начать, даже не первый, а нулевой шаг. Как тестировщики мы стараемся сделать мир лучше, ищем в любом коде ошибки, и также мы можем найти в любой нашей тестовой стратегии, что еще можно улучшить. На самом деле проектов, в которых можно улучшить тестирование хотя бы на 5%, таких проектов близко число 100%. И после того, как вы уже приняли то, что можно ваш процесс тестирования улучшить, теперь я поговорю, как мы его можем улучшить. Первый шаг – это определение. Что мы должны определить? Обязательно мы должны определить цель тестирования и вопросы, на которые мы хотим всегда получить ответ. Начинаем с цели тестирования. Цель тестирования чаще всего, как вы уже знаете, она находится в этом треугольнике качества, то есть мы хотим, конечно, все. И заказчик, скорее всего, тоже хочет все. То есть и высокое качество, и за минимальное время, и за минимальные затраты. Но что-то он хочет больше. То есть цель обычно одна из вершинок этого треугольника. И ваша задача определить, какая именно. Есть еще две подцели, которые часто звучат. Это visibility, то есть вашему процессу недостает понимания того, что на нем происходит, заказчику непонятно, что вы тестируете, и автоматизация. Что касается visibility, вы увидите, как ее можно навести на вашем проекте. А что касается автоматизации, то автоматизация, в принципе, тоже входит в три основных вершинки треугольника. То есть, либо вы хотите улучшить качество, либо уменьшить время, чаще всего это регрессионный цикл, сократить время на прогон всех тестов, либо уменьшить косты. То есть здесь вам, возможно, поможет ROI автоматизация. Итак, вы определились с целью тестирования, но цена, она должна быть одна. Самое важное, что болит сильнее. Теперь, почему метрики вам нужны? Вам нужны метрики для того, чтобы понять, четко, измеряемо и реалистично отследить прогресс достижения вашей цели. Какие метрики выбрать? А вот здесь какие метрики выбрать? Все зависит от вопросов, которые вы ставите перед своим проектом и на которые всегда хотите получить ответ. Например, если вас интересует качество тестирования, чаще всего это следующий набор метрик. Не обязательно все из них. Возможно, вам хватит одной, двух-трех. Почему одной маловато? Потому что одна метрика никогда не скажет вам о состоянии проекта. Бывают случаи, когда метрика показывает хороший результат, а на проекте, к сожалению, не все так радужно. Поэтому, скорее всего, 2-3 метрики. Это вот пример вопроса, какое качество тестирования. Давайте следующий вопрос, и на него нужен уже другой набор метрик. Успеваем ли мы протестировать вовремя? Соответственно, здесь у нас может быть вот следующие вещи, то есть тут уже важнее время. То есть мы отслеживаем диаграмму выгорания, число рабочих дней запланированное, ВС затраченное, ну и так далее. То есть все метрики, связанные с временем. Вы, кстати, можете проверить свой процесс и те метрики, которые вы собираете, посмотрите, на какие вопросы они отвечают. И нужны ли вам ответы на эти вопросы. Если вам эти вопросы не надо знать ответы, то, возможно, и метрику в репорте вам тоже этого не нужно замерять. Окей, значит, мы определились с целью и с вопросами, на которые мы хотим ответить. Дальше, собственно, идет измерение и анализ. Измерение. Тут основное отличие, следует сказать, что приведем пример. Метрика дефект контейнер, то есть количество багов, которые мы отлавливаем до того,
как версия пошла в продакшн процент. Есть другие сопутствующие метрики, похожие, это дефект leakage, с обратной стороны, сколько процентов дефектов мы пропускаем в прод. В любой метрике вам важна не только светлая сторона этой метрики, то есть насколько все у вас хорошо, а также насколько все можно еще улучшить. То есть для данной метрики целевое значение 95%. То есть если у вас нет 95%, то, скорее всего, ваше качество еще можно улучшить. Как определить, что же вам все-таки нужно улучшить? Здесь набор рекомендаций, общий метод работы. Скорее всего, вам нужно просто взять и проанализировать все те баги, которые вы пропустили в продакшн. Как их проанализировать? Посмотрите вот следующие параметры. Какие вы дефекты пропустили на конфигурации, виды тестирования. То есть, возможно, у вас функциональная версия, в продакшене, customer поставит юзабилити баги, юзабилити дефекты, интеграционные дефекты еще. Сценарные ли это баги, точно ли они повторяют ваши сценарии, либо это какие-то баги около этих самых сценариев. То есть, в каких компонентах вы пропускаете дефекты. Как ни странно, можно обнаружить, что какие-то компоненты более важные, какие-то менее важные. Ну и, наконец, причина пропуска. То есть это самое такое честный анализ. То есть здесь мы должны действительно себе признаться, пропустили ли мы эти баги сами, либо у нас были какие-то обстоятельства, например, нам действительно было недостаточно времени на тестирование, какое-то требование было неясно, и мы его не так поняли и, соответственно, не так проверили, либо у нас не было времени, либо еще что-то. То есть, смотрите, тут очень интересно. С одной стороны, вы видите, сколько у вас уже, скажем так, качества есть. С другой стороны, вы видите, что вы пропустили. И, соответственно, вы можете увидеть, сколько вам дополнительно усилий нужно потратить на то, чтобы, скажем так, в будущем поймать все эти дефекты, какие дополнительные усилия вам следует потратить. Движемся дальше. Померили, и теперь только действия. То есть все измерения, все ваши промежуточные выяснения целей, измерения, они бесполезны абсолютно без того, чтобы просто взять и сделать что-то. То есть после того, как вы что-то сделаете, вы опять отслеживаете динамику измерения данной метрики, и если у вас есть какое-то улучшение, то значит вы движетесь в верном направлении. Если, скажем так, нет никакого улучшения, то, скорее всего, вы делаете что-то не так, и вам необходимо подкорректировать свой алгоритм. То есть весь алгоритм, он получается достаточно простой, он состоит из 4 шагов. То есть, и почему эти шаги зацикливаются? Потому что цель, которую вы уже достигли, может измениться. Если вы достигли планируемого уровня качества, возможно, у вас будет какая-то другая цель. Например, вы можете задуматься об уменьшении времени регрессионного цикла. То есть у вас что-то другая будет цель, соответственно, вы проведете новые измерения и выполните новые действия. Но главное обязательно действие. Поэтому я вам советую хоть доклад и про то, как измерить самостоятельно процесс тестирования, но любое измерение, оно бесполезно без ваших действий. Поэтому действуйте, и пусть у вас все получится. Спасибо. А теперь вопрос. У меня не микрофон. Спасибо. Дмитрий, меня зовут. Вопрос такой. Если у вас цель тестирования довольно часто и быстро меняется, сначала можно одно подтвердить другое. Как быть вопросом действия, когда действие требует больше времени, исключительно достижения других целей? Тут с гибкими методологией будут проблемки. Бывает, что делать? То есть, правильно ли я понимаю, что проблемы могут возникнуть в том, что цель меняется постоянно? Да, именно.
Давайте, например. То есть была цель увеличить качество, потом мы решили достигнуть уменьшения релизного цикла? Ну, к примеру, может без либо мы решили... Сначала нам нужно быстренько, а потом понимаем, что выходим с продажи. Смотрите, быстренько, скорее всего, у вас действительно тут важно будет время. То есть вы, скорее всего, действительно забьете на данный момент на качество. То есть вы будете замерять те вещи, которые вам важны именно для времени, и отслеживать, чтобы вы успевали в это время. Затем, когда вы наконец-таки достигнете этой цели, у вас поменяются цели, качество. То есть вы начнете разбирать то большое количество бажья, которое у вас было, и цели поменяются. Я тут в плохой ситуации, когда мы цели не успели достигнуть, желаемой. То есть мы ее поставили, вот стремимся к целевому показателю, например, времени, да? Но изменились обстоятельства, и цель тестирования изменилась. Ну, цель тестирования, во-первых, у вас не поменяется за одну итерацию. Скорее всего, она за одну итерацию. То есть, действительно, коррекция цели будет происходить на следующей итерации. То есть, здесь проблем нет. На одной фазе вы улучшаете, скажем, время выхода в продакшн, на другой фазе вам важно качество. То есть, здесь уже тогда не так важно время. Тут, на самом деле не бывает такого, что важно и качество, и время. Оно бывает, но всегда что-то важнее. То есть, вот в примере стартапа все равно сначала важно время. То есть, как вы только достигаете время или меняется цель, соответственно, вы переключаетесь на другое. Тут противоречия нет. Может, еще вопрос? Вот тут был еще один вопрос. Здравствуйте. Вы рассказывали, как определить, что улучшить для достижения какой-то цели. И рассказывали это на примере, смотреть, сколько баллов пропустили, как быстро сделать. Как мне определить, что мне улучшить для какой-то новой проектной цели? То есть у меня есть какой-то определенный проект, пусть приходит успех и говорит, нам нужно сделать вот это. Я определяю цель, и вот как мне понять, чего у меня достает в процессе для достижения этой цели? Смотрите, на самом деле, да, есть треугольник качества, у нас есть цель качества, время и бюджет. Чаще всего с бюджетом заказчик не приходит, приходит реже, чем потому что его уже устраивает то, что у него есть имеющиеся силы. То есть обычно речь не идет о том, чтобы бюджет урезать. То есть тестировщиков у вас количество остается. Время чаще всего тоже зафиксировано, потому что это либо двухнедельные спринты, либо трехнедельные спринты. То есть здесь все окей. Обычно все-таки начинается все с качества. Поэтому здесь качество, вот как раз таки, почему я приводил метрику defect containment, как раз процент багов, найденных до прода, потому что она как раз позволяет вам определить вашу эффективность тестирования, то есть насколько вы эффективно работаете сейчас, насколько хорошее у вас качество, и как можно это качество улучшить, обратив внимание на продакшн баги. Спасибо за доклад. Я буду Александр. У меня два вопроса. Первый, я не совсем понял формулировку. При подсчете багов не считали невалидные баги. Да. Невалидные. Вот. И второй вопрос. Перечисли, пожалуйста, какие есть вообще KPI тестирования, кроме подсчета багов? Окей, по первому вопросу. Невалидные баги. Пойдем с другой стороны. Все, что дан и fixed статус, это у нас валидные. Все остальное cannot reproduce, duplicate, won't fix, это все невалидные. То есть обычно целевое значение меньше 10%. Defect containment 95%. То есть условно 19 из 20 багов мы находим до выхода на прод. Вот, это пример KPI. Еще что-то забыл? Какие еще бывают KPI? Вообще, перечислите, пожалуйста. Если это мы говорим о времени, то есть spend vs estimate, например. То, что мы запланировали время на тестирование vs то, что потратили. Расхождение плюс-минус 10%. Количество времени, например, очень хорошая метрика, еще если вы отслеживаете время, хотите улучшить время, просто разбейте время по категориям. То есть время, есть weight, условно говоря, который меньше 10%, то есть это не написание тест-кейсов, не само тестирование и коммуникация. Коммуникация в agile проектах тоже порядка 25%. То есть если больше, то, наверное, есть вероятность, что
слишком много митингов, и люди больше ходят на митинги, чем тестируют, и поэтому, соответственно, не успевают тестировать. То есть следует тогда разобраться с митингами, на которые кому ходить. Вот примеры по тайму, например. Спасибо. Спасибо за вопрос. Еще? Михаил Сергеевич, подскажите, пожалуйста, что можно хорошего почитать про метрики? Это хороший вопрос в плане того, что я думаю, уже на следующую конференцию по метрикам доклад. Есть Gartner Report, то есть Gartner Metrics for Sourcing. Есть книга Рекса Блэка по метрикам, но в принципе все остальное можно погуглить просто про конкретную метрику, все можно найти. То есть вот два основных плюс, как всегда, Google. Третий. И тоже вопрос. Ты говорил про цель видео прозрачность, видимо. Да. Ты так про нее ничего не сказал, какие там бывают? Собственно говоря, вот как раз наведение visibility и метрики помогают, потому что они помогают определить, где мы находимся и куда мы идем. Вот. То есть как раз таки visibility наводится метриками. Поэтому это получается как сопутствующее. Да. Спасибо. Спасибо.